Стрельба у президентского дворца. Вашингтон выдвигает требования руководству страны. В случае невыполнения обещают повтор операции с Мадуро. Взять все и поделить. В Кремле надеются на сотрудничество с Вашингтоном по разделу мира на зоны влияния. Очередная пощечина Путину. В администрации Трампа начался некий флешмоб. После Рубио, унизившего Лаврова, Россию высмеял другой член команды президента. Украинские дроны атаковали 20 российских регионов. Горят заводы и нефтебазы. Птицы Мадьяра отчитались о работе за полгода. Ущерб на десятки миллиардов. Распад НАТО, об этом говорит уже лидер одной из стран Альянса, что стало яблоком раздора между американцами и европейцами. Об этих и других событиях к вечеру вторника 6 января. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. В Каракасе снова тревожно. Рядом с президентским дворцом Мирафлорес произошла стрельба. На видео с места были слышны выстрелы. В небе видны светящиеся объекты. Предположительно, дроны. Работало ПВО. Что именно произошло, пока неизвестно. Причины инцидента не названы. В Белом доме заявили, что внимательно следят за ситуацией, но подчеркнули, США к происходящему не причастны. На этом фоне напряжение только растет. Ранее в тот же день вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально стала временным президентом страны. Тем временем стали известны требования, которые преемница Мадуро выкатил Белый дом, как пишет Политика. Требований 4. Жесткая борьба с наркотрафиком, немедленное выдворение иранских, кубинских и других агентов, враждебных США, прекращение продажи венесуэльской нефти противникам Вашингтона и 4 пункт политический. США ожидают, что Родригес обеспечит проведение свободных выборов и в итоге уйдет в отставку. Источники Политика подчеркивают, это не пожелание, а ультиматум. В противном случае недавний сценарий по незапланированному туру Мадуро в США может повториться уже для сеньоры Родригес. А тем временем в Нью-Йорке прошло первое заседание суда над захваченным американским спецназом диктатором Николасом Мадуро и его женой Сильей Флорес. Заседание длилось около получаса и носило технический характер. США обвиняют Мадуро в руководстве международной сетью наркоторговли, наркотерроризме, сговоре по ввозу кокаина, а также в хранении оружия и взрывчатки. Я невиновен, я порядочный человек, я по-прежнему президент своей страны. Аналогичную позицию заняла и супруга диктатора, судья, 92-летний Элвин Хеллерстин, который ранее вел процесс по делу о терактах 11 сентября 2001 года, назначил следующее заседание на 17 марта. Адвокат Мадуро заявил, что дело будет масштабным и назвал произошедшее похищением. Сам Мадуро ранее называл обвинение прикрытием для борьбы США за венесуэльскую нефть. У здания суда собрались как сторонники, так и противники арестованного президента. Напряжение вокруг процесса только растет. Почти 20 миллиардов долларов. Такой ущерб нанесли стране-агрессору силы беспилотных систем Украины. Всего за 7 месяцев с момента создания. СБС за этот период поразили почти 170 тысяч российских целей. За это время бойцы выполнили более 800 тысяч боевых вылетов, уничтожили более 50 тысяч оккупантов, свыше 500 танков, тысячи машин, мотоциклов и почти 2500 арт-систем. Отдельно Россия. На ее территории СБС поразили более 350 целей. Эта ночь не была исключением. Пока оккупанты который день заняты празднованием, беспилотники атаковали четверть регионов страны-агрессора. Дроны долетели даже до Ленинградской области. Там повреждена компрессорная станция. Власти подтвердили работу ПВО. В Воронежской области повреждена железная дорога и инфраструктурный объект. В Пензе жители слышали не менее 10 взрывов. В сети публиковали видео зарева. Мониторинговые каналы пишут об ударе по подшипниковому заводу. 8-й раз. 9-й. 10-й. В Липецкой области вспыхнул крупный пожар. Губернатор признал повреждение промышленного объекта. Телеграм-каналы указывают на Усманскую нефтебазу. Походу попал.
Башкортостане взрывы слышали в Стерлитамаке. Возможной целью называют нефтехимический завод, выпускающий в том числе бензин для малой авиации. В Твери обломки БПЛА попали в жилую девятиэтажку, погиб человек, есть пострадавшие. Правда, власти заявили, что причиной был взрыв газа. Чего они так долго едут? В Вашингтоне публично высмеяли российское вооружение. И кто? Тот, кого многие подозревали в симпатиях к Москве. Глава Пентагона Пит Хексет, комментируя операцию США в Венесуэле, жестко и с сарказмом прошелся по качеству российских систем противовоздушной обороны. 3 ночи назад мы видели, как около 200 наших лучших американцев отправились в центр Каракаса. Похоже, российское ПВО сработало не очень хорошо, не так ли? Ранее Мадуро заявлял, что купил у России 5000 переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла», но в реальности сбить американские самолеты и вертолеты оказалось не так легко, как это тогда показывал венесуэльский диктатор. Это уже второй серьезный удар по имиджу российского оружия в мире за последние месяцы. Первый США вместе с Израилем нанесли в июне безнаказанно, поразив ряд стратегических объектов в Иране, которому хваленные комплексы ПВО из РФ никак не помогли. В Москве надеются извлечь выгоду из американской операции в Венесуэле. По данным Reuters, в Кремле считают, что свержение режима Николаса Мадуро показало готовность Дональда Трампа делить мир на сферы влияния. Высокопоставленные российские источники агентства прямо называют это возвращением к доктрине Монро. Латинская Америка для США, значит, у России тоже должна быть своя зона. Но на эти анонимные заявления из Кремля публично и жестко отреагировал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Интересно, где были их зоны влияния, когда банда Пригожина двинулась на Москву, заставив их дрожать от страха? Возможно, она ограничивалась чемоданом с экскрементами Путина. До сих пор ограничивается. Не сильно дипломатично, но зато в самую точку. Согласны? Владимир Зеленский сегодня в Париже. Тут он принимает участие в саммите коалиции решительных. Отдельные встречи у президента Украины состоялись с французским коллегой Эммануэлем Макроном, а также с американскими спецпредставителями Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Саммит собрал 35 стран. Большинство представлены главами стран и правительств. Цель саммита – показать сближение Европы и США вокруг гарантий безопасности для Украины. В окружении Макрона, говорят прямо, Парижу удалось свести за одним столом Украину, Европу и Америку. Ja wiem, że wszyscy chcielibyśmy dużo bardziej konkretne. Всем нам хотелось бы гораздо более конкретных решений, а не деклараций, но для этого, конечно, необходима добрая воля, в том числе и со стороны агрессора. Пока никаких сигналов из России нет. Цель этой парижской встречи — ужесточить и унифицировать европейскую и американскую позиции, потому что только такое давление может заставить россиян серьезно отнестись к прекращению огня, а затем и к миру. Рейтинг Дональда Трампа резко изменился. По данным опроса Reuters Ipsos, политику президента США одобряют уже 42% американцев. Это плюс 3 пункта за месяц и самый высокий показатель с октября прошлого года. Напрашивается вывод, что этому скачку поспособствовало то, что когда-то называли маленькой победоносной войной. Но, как ни парадоксально, к операции в Венесуэле у американцев скорее настороженные отношения. Только около трети респондентов однозначно поддерживают то, что произошло. 72% опасаются, что Вашингтон может зайти слишком далеко и чрезмерно вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы. Тем временем советник президента США Стивен Миллер заявил, что Соединенные Штаты имеют право на Гренландию и при желании могут ее забрать. В интервью CNN он сказал прямо: Никто не решится воевать с Соединенными Штатами из-за будущего Гренландии. Миллер поставил под сомнение право Дании контролировать Гренландию и заявил, что ради безопасности Арктики и интересов НАТО остров должен быть частью США. По его логике, как ведущая сила Альянса, Америка вправе определять, кому принадлежат стратегические территории.
Премьер-министр Дании отреагировала на очередные угрозы из Вашингтона прозрачно. Я считаю, что к словам американского президента о желании захватить Гренландию следует отнестись серьезно. Но я также хочу ясно дать понять, что если Соединенные Штаты решат напасть военным путем на другую страну НАТО, то всему конец. Тем временем администрация Трампа готовит соглашение с Гренландией в обход Дании. Как пишет The Economist, Белый дом готовит вариант соглашения о свободной ассоциации. По такой схеме США уже привязали к себе Микронезию, Маршалловы острова и Палау. Американские войска получили бы право свободно действовать на территории партнера в обмен беспошлинной торговлей и другие плюшки. Формально Гренландия не теряла бы автономии, по факту попала бы в зону прямого военного и политического влияния США. И чуть не забыл, если вы еще не заметили, календарь на новый 2026 год точно совпадает с календарем 1953-го, а именно тогда умер, а по мнению многих историков был отравлен в результате заговора ближайшего окружения один из самых жестоких тиранов в истории – Иосиф Сталин. Ни на что не намекаю, хотя что уж там, конечно, намекаю. Вы можете больше никогда не увидеть наш контент. Целая армия ботов, троллей и фейков воздействует на алгоритм. Для того, чтобы всегда оставаться на связи, не просто подписывайтесь на канал, выбирайте параметр «Получать все уведомления». Так мы останемся на связи, когда начнется что-то поистине масштабное и значимое. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.